Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема сегодняшнего расклада – что подарит вам счастье в ближайший месяц? Вот что вас прям порадует, что вас наполнит, что наполнит именно той энергией, которая останется у вас в душе, в сердце, и вы будете помнить об этом очень долго. Итак, 3 варианта. Сегодня у нас работает 78 дверей, колода Таро Уэйта и Таро Светлого Провидца. Выбирайте, определяйтесь, даю вам секунду для выбора варианта. Ну что, я думаю, что уже все сделали свой выбор, и мы приступаем к прочтению первого варианта. Все, кто отмечает католическое Рождество, я поздравляю вас с этим прекрасным праздником, с наступающим Рождеством, которое будет завтра. И, конечно же, желаю вам всем счастья, любви и гармонии. А мы приступаем и начинаем с вашей характеристики. Итак, смотрим, кому подойдет сегодняшний первый вариант. Ну, вы знаете, здесь явно вы потеряли покой из-за того, что получили какую-то новость, возможно. Новость может быть любой. Почему? Потому что, смотрите, да, кто-то может объявиться, кто-то может появиться, кто-то может вам что-то сообщить. Но явно сейчас ваша жизнь меняется, и вы понимаете, что что-то происходит, что что-то меняется. Вы выходите из своей зоны комфорта. Ну-ка, с чем это связано? Приятное событие, что-то новое вам предложено. Вот я говорю, в вашей семье или в вашей жизни произошло событие, которое может в будущем изменить вашу жизнь. Кого-то ждет смена работы, кого-то ждет возможность переезда, для кого-то это новые отношения с перспективой на будущее. Но дело в том, что вы прекрасно понимаете, что да, сейчас это паш, да, это начало, и я как ученик в этом. И я делаю только первые шаги. Но дело в том, что в будущем это может привести к десятке пентаклей. А что это? Конечно, это или семья, или покупка недвижимости, или новое место работы, или возможность хорошо заработать и добиться определенной финансовой независимости. Ну что, если с вами это проигрывается, смотрите дальше. Но здесь прям новость, предложение или общение с кем-то, может быть знакомство, или же завязывание каких-то очень нужных, важных контактов, которые дают вам возможность исполнить вашу надежду. Так, смотрим, что вам подарит счастье в ближайший месяц. Не загадывайте длительные сроки, если вы все-таки решили загадать свои сроки. Так, по поводу Ютуба или смотрим через VPN, или же подписываемся на телеграм-канал, куда я транслирую видео по одной позиции, то есть с другого моего канала. Поэтому, кому интересно, вы можете, пока наслаждаться просмотром этих видео. Ну, а там посмотрим. Итак, смотрим, что же вам подарит счастье, любовь, наслаждение, удовольствие, гармония. Вы знаете, королева кубков – это или вы, женщина, которая решила раскрыть чувства, открыться этим чувствам, насладиться этими чувствами, впустить любовь, счастье, наслаждение. Ну, или это женщина, которая вас порадует хорошими новостями. Ну, нет, все-таки это вы. Здесь у вас король жезлов, который, прям, вы знаете, появится неожиданно. Кстати, для кого-то это новое знакомство, а для кого-то это какие-то действия, которые для вас будут, не совсем ожидаемые. Здесь прям конкретная трансформация. Здесь прям конкретно человек может, кстати, вам предложить то, что вы от него не ожидали получить. Смотрите, король жезлов очень активный, это лидер, это человек, который привык получать желаемое. И как будто бы вот здесь по 13-му старшему аркану этот человек решился на какие-то важные перемены, которые он скрывал от вас.
или в которых он был не уверен. Кстати, здесь может проявиться тайный поклонник, который будет очень явно вас добиваться. Ладно, король жезлов, с чем ты идешь? Найти подход к вам. Возможность, карта солнца. Хм. Ну, здесь явно какая-то новость, которая вас ошарашит. Чего касается? Этот человек за вами долго наблюдал. Или в соцсетях и боялся проявиться, может быть, не решался, может быть, были обстоятельства, которые его сдерживали. Здесь как будто бы мужчина от чего-то освободился и готов идти к вам для того, чтобы исполнить и свою мечту, и вашу. Признание в любви, выгодное предложение для кого-то. Я честно не могу сказать, какой сферы это касаемо. Почему? Потому что у нас здесь, посмотрите, если мы смотрим, то и кубковая масть, и пентаклевая, и жезловая. То есть нет конкретного преобладания одной масти. И все это идет благодаря какой-то новости, разговору, появлению. То есть этот человек появится очень неожиданно. Он что-то вам очень неожиданно предложит, но вам это понравится. Чего же все-таки касаемо его предложения? Ну вот я говорю, колесо фортуны, одни старшие арканы. Во-первых, смотрите, колесо фортуны, карта солнца – это достижение цели, получение хорошего результата. Ну и вообще солнце – это большое счастье, очень много энергии, это оптимизм, это уверенность, это успех, это ясность в конце концов. Но опять же, благодаря новостей. И эта новость для вас будет успешной. Так что я здесь, наверное, больше не буду копать. Почему? Потому что вы сами об этом узнаете. Для каждого радость будет своя, и счастье будет заключаться именно в своих желаниях. Здесь исполнится какая-то мечта благодаря мужчине. Мужчина явно будет очень активен, мужчина проявится, мужчина будет очень настойчивым. И вы знаете, вы не сможете ему отказать, скорее всего. Почему? Потому что то, что он вам предложит, а это будет для вас как подарок судьбы, шестерка пентаклей. То есть смотрите, как все будет неожиданно. Вы открываете дверь, а у вас тут корзина с подарками. И вы, конечно же, приятно удивлены. Но это не только корзина с подарками, это еще и солнце, это перспектива на будущее. Это новый путь вашей жизни. Это новые обстоятельства. Это новые предложения, которые перевернут вашу судьбу, дадут вам определенное спокойствие, гармонию, уверенность в завтрашнем дне и дадут вам успех и победу над обстоятельствами. Здесь как будто бы благодаря этому человеку один этап вашей жизни завершается, и вы как будто входите в настоящую светлую полосу, которой вы теперь будете наслаждаться очень долго. Хорошо. Итог этих всех событий. Ну, смотрите, то, что волновало, то, что, может быть, подавляло, то, что не устраивало, явно уходит. На место этому приходит тройка кубков, говорит нам о том, что это радость, появление новых друзей, какие-то хорошие контакты, возможности, и у вас будут ключи от всех сфер вашей жизни, от всех дверей, которые вы можете открыть, и за этой дверью вас ждет счастье. Здесь не одно счастье, здесь много. Здесь движение, продвижение, реализация, получение и, конечно, исполнение желаний. Это шикарный расклад. Я вас поздравляю, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишем «принимаю», «забираю», чтобы именно это с вами проигралось. Ну и, конечно же, я вас всех поздравляю с наступающими праздниками. Спасибо вам за теплые комментарии. Двоечки, здравствуйте! Что подарит счастье вам в ближайший месяц? Давайте посмотрим. Работает с нами классическая Таро Уэйта, но для начала, конечно же, мы посмотрим вашу характеристику. Еще проблемы с Ютубом, я понимаю, да, ну, или смотрим через VPN, говорят, что очень хорошо работает, ну, или же подписываемся на Telegram, я там транслирую именно те видео, которые у меня выходят на другом канале, на одну позицию. Так, смотрим. Кому подойдет вторая позиция?
Шанс у вас завершить трансформацию, обрести покой уже, решить проблемы, оставить их позади. Кто-то думает о переезде, кто-то думает о смене, может быть, работы. У кого-то детки выросли, и вы, наконец, можете вздохнуть спокойно. И вы понимаете, что, например, там ребенок нашел работу или ребенок начинает переезжать, и вы теперь можете свободно что-то делать для себя. Ну, то есть здесь такой, знаете, этап один завершается, и вы как будто бы начинаете планировать какие-то новые события в своей жизни в зависимости от новых обстоятельств. Ну, а кто-то здесь просто от кого-то, от чего-то ушел, от чего-то избавился. Да, вышел из Луны, из каких-то ожиданий, из каких-то, может быть, неясных, непонятных обстоятельств. Здесь еще может быть у нас, что у нас с бывшим ситуация. Ну-ка, а что? Вернулся, да? Но вы тут как будто четко для себя понимаете, что пока он не докажет своими поступками свои намерения, вы его близко к себе не подпускаете. Много старших арканов. Смотрите. А это говорит о том, что пока не прояснится ситуация, пока он мне не даст понять, что между нами, и вообще для чего ему нужны отношения, уж явно ко мне близко он не подойдет. И еще здесь может просто быть некое предложение, над которым вы сейчас раздумываете. Понимаете, да, что благодаря этому предложению может что-то поменяться. Ну, например, переехать, сменить работу, обрести новую профессию, занять определенную должность, но в данный момент вы находитесь в раздумье, то есть шанс есть, но вы его еще не приняли. Вот такая вот у вас характеристика на данный момент. Ну что, если проигралась, смотрим дальше, и мы переходим к самой теме расклада. Что подарит счастье вам в ближайший месяц? Что же подарит счастье вам в ближайший месяц? Судьба изменится. Здесь колесо фортуны или удача, или фортуна прям конкретно улыбнется вам. Может удача постучаться в вашу дверь неожиданно, могут обстоятельства измениться в вашу сторону. Но здесь явно грядут перемены, явно наступает новый этап, и вы будете рады этим изменениям. Чего это касаемо? То, что ждали, то, о чем мечтали, прояснение какой-то ситуации, осознание, что мне нужно. О, король жезлов. Слушайте, у нас что, король жезлов сейчас во всех 3 вариантах будет бегать? По всем 3 вариантам. Осчастливит всех. Ой, не могу, все. Смотрите, в первом тоже выпало счастье в виде короля жезлов. Но здесь у вас немножко другая трактовка. Почему? Потому что вы как будто бы ждали действий. То есть второй вариант, вы ждете действий, вы ждете прояснения, объяснения, понимания вообще той ситуации. Может быть, человек не может на что-то решиться, может быть, человек не может определиться, сделать выбор. Кстати, это не обязательно личная жизнь. Здесь может быть определенный успех, который вы ждете, но это зависит не от вас, а от решения третьих лиц. Начальство, которое все не может определиться, начальство, которое все не может подписать приказ о вашем назначении. Кто-то проходил собеседование, и вы ждете, когда эта организация рассмотрит другие кандидатуры и выберет именно вас. Но Луна для вас – это как ожидание, которое стало уже болезненным, рядом 7 пентаклей. То есть вроде вложилась, много усилий, много сил приложила, но дело в том, что пока результата не видно. И вот, наконец, этот результат. Король жезлов не обязательно мужчина, это может быть просто успех, это может быть очень важная информация, это движение, это поток, кто-то получит какие-то деньги, кто-то получит возможность устроиться на хорошую работу, но нет, здесь пара. Король, королева жезлов. Какие-то парные отношения для вас прояснятся. С чем ты идешь, король жезлов? Ну-ка, сила.
Не могу сказать, что это личная жизнь. Вот, ну не могу. Почему? Потому что если личная жизнь, то здесь конкретное предложение по поводу брака, вступления в отношения, оформления уже официально ваших отношений. То есть человек над этим долго думал, и он пришел к выводу, что да, вы пара, что вы подходите ему для того, чтобы быть его королевой Пентакли, это малая императрица, то есть главная женщина в его жизни, женщина, которая достойна быть рядом с ним, которая достойна быть его женой, матерью его детей, хозяйкой его дома. И здесь мужчина вам делает предложение. Все, давай, давай будем вместе. Но дело в том, что над этим он думал или в чем-то он сомневался. Если все-таки это касаемо у нас работы, карьеры, профессиональной деятельности, вы получите очень важное предложение по поводу работы, которое поможет вам и добиться успеха, и расшириться, масштабироваться, привлечь новых клиентов, ну а также занять руководящую должность. Здесь прям руководящая должность. Понимаете, королева жезлов – это успех, это жизненная радость, это получение возможностей, куда я могу вкладывать свои силы, и меня за это признают и очень хорошо оценивают. Кстати, здесь еще ситуация, которая может связана быть со старшими родственниками. Если у вас кто-то болел, вы можете получить новость о том, что кто-то исцелился, излечился и себя хорошо чувствует. Вас это на самом деле наполнит большим счастьем. Ну-ка, хорошо. И к чему это все ведет? Угу. Образ жизни ваш меняется. Кстати, кто-то прям может переехать. Вот я говорю, если здесь касаемо любви, отношений, то здесь прям конкретный переезд. Давай съедемся, давай будем жить вместе, давай уже что-то решать, принимать решения и так далее. Если вы с кем-то общаетесь, может быть, у вас есть какая-то дружба, вы знаете, этот человек может вам предложить начать встречаться. То есть прям свидание, любовь откроется в чувствах. Десятка кубков – это радость, это наполнение, это когда эмоции переполняют и когда эмоции дарят возможность более уверенно смотреть в свое будущее. Образ жизни меняется. То есть кто был одинок, станет здесь в паре. У кого были проблемы с работой, но здесь вы это ждете. То есть человек этого ждал. Вы об этом мечтали, вы в это вкладывались, вы над этим работали. Ну да. Кто-то уже боялся вообще не исполнить свою мечту. Семерка кубков. Я занимаюсь самообманом. Мне никогда не быть в паре, мне никогда не получить предложение, мне никогда не получить признание в любви от этого человека. То есть человек уже разочаровался, то есть вы уже разочаровались, а вот и нет, смотрите. Паш кубков говорит о том, что все-таки будет праздник на вашей улице, и вы будете в счастливых отношениях, которые дадут вам возможность не просто продвинуться вперед, а построить вашу жизнь совершенно по-новому. Победа над судьбой, планы у вас поменяются. Так что смотрите, двоечки, здесь явно успех будет в вашей жизни, который вас не просто наполнит, а даст вам ясность, что подарит вам счастье. Вы выходите из Луны и получаете ясность, вы выходите из ожидания и получаете движение и продвижение. Ну а также в вашу жизнь входит человек, который будет вас поддерживать, наполнять, вдохновлять, и на которого вы сможете опереться, и которому вы сможете довериться. Вот и будет вашим счастьем в течение месяца. Итак, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на этот канал. Я вам очень благодарна за вашу поддержку. Спасибо вам. Итак, троечки, здравствуйте, мои хорошие троечки, здравствуйте. Тема расклада, что подарит вам счастье в течение месяца. Работает с нами Таро Светлого Провидца. Ну, а для начала, конечно же, мы рассмотрим вашу характеристику. Кому подойдет сегодняшний расклад? Кому подойдет сегодняшний расклад? Так. Звезда, но здесь очень яркая женщина, скорее всего, ну, личность, может быть, мужчина очень красивый здесь смотрит меня.
Человек, который привлекает, человек, который манит, человек, на которого обращают внимание. Вам, может быть, есть чем похвалиться вашими достижениями, вашими результатами. Но вот вам не везет в любви. То ли вы доверяетесь людям, которым не стоит, и они потом втыкают вам, как говорится, да, ножи в спину, то ли вами манипулируют. Да, и вы сейчас пытаетесь освободить ваше окружение от таких людей. То есть колесо фортуны. Теперь я четко понимаю, с кем мне стоит строить отношения, а с кем не стоит. И еще здесь, смотрите, у нас раз, два, три, четыре старших аркана. Кто-то прошел некую трансформацию, и именно трансформация заключалась, с кем быть, кого приблизить, а кого лучше отстранить и никогда не общаться. Здесь вы перестали бояться остаться в одиночестве. Если вы раньше цеплялись за общество, за мужчин, возможно, сейчас вы этого не боитесь, вы не боитесь остаться одна и подождать, когда же в вашу жизнь придет верный человек. Человек, с которым вы сможете создать нормальные, здоровые, крепкие отношения. И это не обязательно любовь. Здесь могут быть и дружеские отношения. Кому вы сможете доверять, кому вы сможете раскрыться, кому вы сможете, скорее всего, рассказать о своих секретах и быть уверены, что эти секреты останутся только между вами. Вот таких людей в вашей жизни как будто бы нет сейчас. Мгм. Но вы обнулились, кто-то развелся. Кто-то сейчас конкретно поставил перед собой цель. У вас очень много старших арканов. У вас одни старшие арканы. Два младших только выпало, все остальное старшее. Во-первых, меняется судьба, новые направления, новые взгляды, образ жизни у вас меняется. От чего-то обнулились, от чего-то освободились, а во что-то идете. Вам страшно, почему? Потому что пока Луна, пока неизвестно, к чему это все приведет. Вы не знаете, справитесь вы, не справитесь, но вы готовы рискнуть и прыгнуть в эту неизвестность. Готовы открыться новым возможностям, новым знакомствам, новым вариантам. Дело в том, что здесь кто-то после развода или сейчас для вас, например, конкретная цель – создать семью, родить ребенка, что-то изменить в вашей жизни, и вы готовы за это бороться. Но человек стоит на пороге нового. Хорошо, здесь очень важный период в вашей жизни. Если с вами это проигрывается, смотрим дальше. Но я вам напоминаю, более подробную информацию можно рассмотреть только в личных консультациях. Кому актуально, пишите в личку, мы будем рассматривать в личных консультациях. Почему говорю третьему варианту? Потому что у вас очень переломный момент сейчас. Итак, смотрим. Что подарит счастье вам в течение месяца? Что же подарит вам счастье? Выход из застоя. Переход на новый уровень, освобождение, наслаждение, спокойствие, гармония, ощущение счастья на самом деле, что вы сделали правильно, что вы на правильном пути и что высшие силы вам помогают. Ух ты. Ну, здесь продолжается история кармическая, судьбоносная. Идут опять старшие арканы. Здесь человек прошел свой кармический путь, и сейчас он готов принимать вознаграждение. Какие-то проблемы остаются за спиной. И здесь идет встреча с королем Пентаклей. Мужчина, который сможет изменить вашу судьбу. Мужчина, который сможет повлиять на эту судьбу. Кто ты такой? Везде мужчины у нас счастье дарят. Вы заметили третий вариант? Первые два варианта король жезлов своими активными действиями, а здесь король пентаклей. Но идут они с разными целями, точнее, они идут по-разному достигать тех результатов, которые они перед собой поставили. Так что давайте посмотрим его тоже. Ну, тут явно короли.
Кстати, это может быть и выгодное предложение, это может быть получение денег, это может быть получение наследства. Король Пентаклей, кто у нас? Это может быть отец, старший родственник, начальник, ну или мужчина земного знака зодиака по Солнцу или по асценденту, Телец, Дева, Козерог. Давайте смотреть, с чем ты идешь. Король Пентаклей, с чем ты идешь? Планы какие-то на будущее, совместное предложение, очень выгодное предложение. Мгм. С человеком вы могли уже встречаться, то есть он уже мог быть в вашей жизни. Интересно. И что после этого? Так, смотрите, я вам опишу историю этого персонажа, а вы уже посмотрите, если с вами это проигрывается. Здесь человек может быть из прошлого, но не факт. Здесь две трактовки. Подождите, сразу закрывать. Первое – это когда вы когда-то встречались, и мужчина не решился на серьезный шаг в вашу сторону. Или он был занят, или он сделал выбор не в вашу сторону, или он просто побоялся серьезных отношений, да? Вас это очень разочаровало, но вы как бы переключились на что-то другое. Вы начали заниматься своими делами, королева жезлов, наполнились своей энергией, что-то, может быть, да, поменяли в своей жизни, и как бы вы, если честно, забыли про него. Я не вижу, что вы прям конкретно о нем думаете. Это появление будет для вас неожиданным, и именно этого человека вы не ждали, честно скажу. Вторая трактовка – это знакомство с человеком, который недавно развелся, но готов строить новые отношения. Почему? Потому что это человек парный. То есть он привык быть в паре, для него очень важно, чтобы рядом с ним была женщина, и мужчина настроен на серьезные отношения. Почему? Да потому что легкость – это не для него. Вот есть такие мужчины семейные, и вроде как вышел, но одиночество не переносит, поэтому этот человек обычно сразу ищет себе другую женщину. В вашем лице он увидит надежду, надежду на то, что он сможет построить опять счастливые новые отношения. Но я говорю, этот человек вышел из каких-то отношений, которые не сложились. Хорошо, что он вам даст? Любовь, надежду на будущее, разговоры, планы, какую-то перспективу и с конкретными действиями. То есть тройка жезлов, кто-то переедет, кто-то будет развивать отношения, уже длительную перспективу, то есть отношения не на короткий срок. Я не вижу здесь по влюбленным. Да, влюбленные – это когда человек сделал выбор в вашу сторону. Влюбленные – это когда вас выбрали, когда в вас хотят вкладываться, когда думают о вас, когда мечтают, и когда именно с вами идут к новым горизонтам. Вас это порадует. Почему? Потому что для вас эти отношения будут счастливыми, удачными, перспективными в конце концов, и вы поймете, что мужчина вас любит. Но здесь опять тоже отношения, но здесь прям любовь конкретная. Да, вы как будто выходите или из тяжелого ожидания, или выходите из одиночества, которое вас уже тяготило. Мгм. А здесь, между прочим, вот по третьему варианту, скорее всего, вам не везло в сфере личных отношений. Здесь то ли тайные отношения, то ли отношения, которые все никак не могли прийти к определенному результату. По тузу мечей не было ясности в отношениях. А вот этот человек перевернет вам судьбу. Он даст вам и ясность, и возможность, и, кстати, где вы можете довериться этому человеку. То есть он избавит вас от сомнений, он вызовет доверие. Слушайте, у вас тут одни короли. У меня такое чувство, что здесь как будто появляется один и еще один появляется. Ну да. Вам придется выбирать, кому вы даете возможность быть рядом с вами. Уж явно вас это порадует и наполнит счастьем. Почему? Да потому что вам понравится внимание со стороны мужчин. У вас не один мужчина.
У вас идет один король пентаклей и тут же появление с каким-то предложением короля мечей. Оба будут активными, оба будут вкладываться и оба идут с любовью. И, между прочим, предложение, которое поступит от них, будет очень даже выгодным и перспективным. То есть вы поймете, что они не хотят просто тайных отношений, они не ищут любовницу, они ищут себе женщину для стабильности, для здоровых отношений. Вас это наполнит счастьем, что за вас начнут бороться. Здесь вот именно борьба за женщину. И очень как-то странно все происходит, потому что вы даже не ожидали от кого-то получить звонок, что кто-то приедет, что кто-то напишет. Честно говорю, здесь человек освободился от всех воспоминаний. Вы идете в новое, вы идете в новый путь, а здесь к вам прям мужчины липнут. И один из них это может быть новое знакомство. То есть король пентаклей это новый, а король мечей это бывший. И здесь будет борьба между ними. Но выбор за вами. С кем вы останетесь? Честно могу сказать, здесь вы будете наблюдать за действиями. Кто из них будет более активен, кто будет больше проявляться, кто будет вкладываться в вас. То есть выбор вы сделаете не сразу. То есть в течение месяца я не вижу, что вы определились. В течение месяца вы просто как будто бы отстраняетесь и наблюдаете за поступками этих мужчин. Ну что, удачи вам! Удачи, всего вам самого хорошего. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Мы обязательно увидимся в новых эфирах. Ваша Елена. Пока-пока.